Всем привет! Наверное, все заметили, что я поменял свой микрофон. А именно, у меня появилось очень интересное решение на данный момент от компании Mayona. А именно HD300 USB микрофон или XLR микрофон. Почему это, можно сказать, двойной микрофон? Потому что сзади данного микрофона есть три входа или выхода. То есть XLR вход. Также у нас в комплекте идет шнур и USB на Type-C, что очень круто. То есть вы данный микрофон можете подключить к вашему компьютеру или ноутбуку. И вы можете данный микрофон подключить к вашей звуковой карте или использовать данный микрофон как профессиональное решение. Это действительно является одной из самых важных фишек данного микрофона. Сегодня я вам расскажу свой опыт использования, расскажу плюсы данного микрофона, потому что они действительно есть, и о них вы должны знать. Это мое, можно сказать, последнее видео будет про данный микрофон. Кому интересно, задавайте вопросы свои в комментариях, я всем буду отвечать. Ну, по крайней мере, стараться буду. Приступим. С вами канал Первый Обзор. Поехали. Первое, что хочется отметить, это, конечно же, комплектация данного микрофона. Это очень важная фишка. Почему? Потому что любой микрофон других производителей вы покупаете за бешеные деньги, и вам в комплектации вообще ничего не приходит. А тут мы получаем два кабеля XLR и USB на Type-C, что очень круто. Сколько вы думаете стоят данные кабеля? Ну, где-то плюс-минус $15. Один, и вот этот на ноутбук, мне кажется, плюс-минус $7. То есть за кабеля вы вообще не платите. Все идет в комплекте. Теперь по поводу стойки. У нас стойка очень и очень крутая. Вы можете ее отрегулировать по высоте, а также по углу наклона, что очень-очень круто. Под ваши предпочтения можно отрегулировать микрофон как угодно. То есть вы его поставили на какую-либо поверхность и используете. Круто! Круто! Стойка также идет в комплекте бесплатно. Это, на мой взгляд, основное отличие данного микрофона от всех полностью брендов. Это очень бюджетный вариант. Стоимость данного микрофона сейчас на данный момент, примерно $70 у официального продавца, что, на мой взгляд, отличное решение на 2022 год. Также мы имеем, можно сказать, амортизатор. Вот тут что это такое? Это чтобы вдруг вы что-то заденете, чтобы все посторонние шумы не приходили на микрофон. То есть вот этот амортизатор гасит посторонние шумы. Также мы имеем поп-фильтр. И вы скажете, да блин, то все же идет в комплекте. Нет. Вот, например, до данного микрофона от компании Mayona у меня был микрофон от компании Amazon, а именно Basic. И там все и шло не в комплекте. То есть я все покупал поп-фильтр за бешеные деньги, $15. Именитый поп-фильтр какой-то. Разницы между этим поп-фильтром вообще нет. Так вот, комплектация действительно богата. По поводу выхода. У данного микрофона есть вход или выход на наушники, что очень круто. То есть вы можете подключить наушники к данному микрофону и слышать все, что вы говорите в данный микрофон. Где это полезно? Например, стримите вы. Например, вы играете и так далее. То есть действительно все на высшем уровне. Без задержек. Вот мне кто-то напишет, так задержки же будут. Нулевая задержка. Что очень-очень круто. Сам микрофон у нас металлический. Весь сделан из металла. Это очень крутое решение. То есть любое падение, такие падения у вас по-любому будут. Играете вы в игру, можете задеть рукой, микрофон упал. Ему вообще ничего не будет. Почему? Потому что он металлический. Все металлическое. Это долговечный микрофон. Кстати, все полностью данное видео я записываю именно на данный микрофон. Также хочу заметить, что громкость у данного микрофона,
так себе. Дорожку вы должны нормализовать. То есть, действительно, микрофону не хватает громкости. Даже если вы выставите у вас в компьютере, ноутбуке громкость на 100%, нет, вам не будет хватать. Вы должны потом нормализовать. Кстати, также звук весь в данном видео будет без обработки. Действительно, вы можете услышать, как записывает данный микрофон. Он будет без какой-либо обработки. И теперь подумайте, что можно сделать с этим звуком, если обработать его. Круто, круто. Единственное, что я сделаю, это нормализую громкость. Все, больше я ничего не буду делать. И обрежу пики. Ну, то есть, чтобы у вас не было такого, что я там крикнул, и у вас уши лопнули. Ну, по типу, грубо говоря. Теперь, по поводу самого микрофона. Все качество звучания, на мой взгляд, зависит от того, насколько вы расположены от микрофона. Источник записи, чем ближе к микрофону, чем лучше у вас запись будет и так далее. То есть вы для себя должны найти идеальное положение. Например, и вот я приближаюсь к данному микрофону, и у меня голос становится, можно сказать, дикторским. Да, я уже могу работать на радио. А если я отдаляюсь, то действительно уже мой голос не звучит так хорошо. Кстати, у нас микрофон направлен именно на меня. То есть он ловит именно вперед все, можно сказать, дорожки. По бокам микрофон практически не записывает. Сзади, естественно, нет. То есть вот почему поп-фильтр у нас расположен именно так. Это очень интересное решение на 2022 год. Почему? Потому что он очень качественный и он стоит очень недорого. Действительно, 70... вот этот микрофон я когда-то покупал на Амазоне, за $38. Не знаю, сколько он сейчас стоит, но, на мой взгляд, он сейчас стоит ого-го сколько. И он записывает шумы. А данный микрофон записывает очень и очень качественно. Да, тихо. Да, вы должны будете нормализовать дорожку. Но качество звучания на высоте. Никаких шумов, ничего. Кстати, у меня сейчас в этом помещении очень много электроприборов, которые работают. Это холодильники и так далее. То есть, действительно, данный микрофон это все гасит. Действительно, компания Mayona сделала очень-очень качественный микрофон. Вы спросите, что это такая за компания? А это очень хороший бренд, китайский, который заслуживает внимания, который делает качественные микрофоны. Они не стоят бешеных денег. Вам не нужно будет переплачивать за стойку, по фильтр, микрофон и так далее. Вы за свои деньги, за $70 получаете все самое лучшее, которое сейчас есть на данный момент. Если смотреть на стоимость, потому что кто-то мне напишет, так у меня же микрофон от компании EKG и так далее за $1000, он просто восхитительный. Да, согласен, но за $70 лучше данного решения вы, к сожалению, не найдете. Это действительно так. Кстати, напишите в комментариях, кто каким микрофоном пользуется. Очень будет интересно. Я рассказал вам плюсы данного микрофона, качество записи вы можете сейчас услышать. Музыку я не буду вставлять в данное видео, чтобы вы услышали все без каких-либо помех. То есть все на вас возлагаю. Нравится — покупаем. Не нравится — не покупаем. Интересное решение. Вот такие дела. Кому понравилось видео, ставим лайки, подписываемся на канал. Всем спасибо, всем пока.